Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua. У меня сегодня с самого утра болит дичайшая голова, потому что я не выспался. Поэтому я сегодня настроен максимально решительно порвать всех своих противников сегодня. На чем я хочу сыграть? На самом деле, мне бы хотелось попробовать реализовать ЦК, но тут есть такие классные легендарки, что мне хочется попробовать даже и через дубликаты поиграть. Потому что в игре есть Эмпреска, в игре есть Варлок, в игре есть Инвокер из раскрытых легендарных фигур. Короче, присаживайтесь себе поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Ну а также, если вы до сих пор еще не поставили свой лайк, то время это сделать. А кто не подписан, то время это снова сделать. Ох, какой у меня старт. Ну, а если вы можете стать, соответственно, спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылочки закреплены в описании под видео и, соответственно, в закрепленном комментарии также есть. Еще тут пандочка упала, может получится и на пандападе сыграть. Короче, несколько идей. Во-первых, я хочу сыграть на ЦК, это раз. Потому что вот есть как бы классные реликвии, которые мне, возможно, помогут реализовать ЦК. Долгожданного ЦК. Ах ты ж падла на гоблине. Прикиньте, один гоблин у меня монетку не заработал. Крыса, крыса. Я-то рассчитывал на ранние 3 монетки. Ну ничего страшного, сейчас еще будет один раунд, с помощью которого я смогу заработать эту монетку. Вот так вот, вот так. Ага, это не ты, сюда. Сюда, так, есть еще один клевер, но я вот так вот сделаю. Ах ты! Не, ну ты посмотри, что творит. Я-то специально взял другой предмет, чтобы зарандомить его. Чтобы с этого рандомного предмета мне упало что-нибудь другое, а тут мне еще раз клевер падает. Это что, намек на то, что мне нужно играть через пивную панду? И устроить здесь пандапад? Не знаю, не знаю. Короче, можешь стать спонсором, то ссылочка закреплена в описании. Телеграм-канал тоже закреплен в описании. Ну и в комментариях. Короче, вы все поняли. По-моему, это и говорил. Ну, немножко фляга потекла. Боже, как идет. Ой-ой-ой. И собака ранняя. Давно мне так хорошо не шло. Так, все БХ у меня, если что, монетку получили. Это хорошо. Блин, хороший предмет жетон отступника. Я на самом деле, наверное, возьму жетон отступника. Он мне пригодится. На ранних раундах так тем более, точнее на ранних... Короче, вы поняли. На ранних раундах жетон отступника мне пригодится, так как... О, вот это хорошо. На ранних раундах он мне пригодится, потому что он дает 50% урона по тому же классу либо расе, в котором находится, соответственно, этот предмет. Но так как мы знаем, что гоблины очень часто появляются на ранних раундах, поэтому это прям то, что доктор прописал. Он просто по 270 урона стычки. Бэм! 750 сюрикена. Ну такая. Неприятная ничья, конечно. Ну ладно. Мог, конечно, я выйти и в 20 монет пораньше, но, если честно, я этого делать не особо-то и хочу. Меня, в принципе, и так устраивает. В общем, план на действие на текущий момент. Идут панды, играем на пандападе. Не получится, играем на эмпреске через легендарные дубликаты, либо же просто через дубликаты. Помните, когда я показывал прокаст? Но его, конечно, легко контрить, а мои противники зачастую это какие-то несусветные киберкотлеты. Вот. Поэтому не могут меня спокойно законтрить, если я буду играть на дубликатах. По крайней мере, тот, кто давно меня смотрит, знает, как контрить, соответственно, дубликаты. Особенно, когда они играют через прокаст. Если играют они через прокаст, то их очень легко контрить. Блин, жалко, что БХ теперь у нас охотник, а не убийца, как раньше. Потому что я бы сейчас по убийцам дополнительный урон наносил. Да не, ну, в принципе, он в 2 звезды и так справляется нормально. Хорошо, хорошо. О. Блин, ну, конечно, интересно мне идет сейчас. Мне хочется еще попробовать охотников записать. Но не получается. Пока что как-то не получается у меня охотников записать. На самом деле все зависит от того, что у меня времени мало, чтобы позаписывать что-либо. Чел, он в БХ закинул молнию вместо того, чтобы в Тинкера закинуть. Но, в принципе, ладно. Просто у него Тинкер в 2 звезды. Мог бы закинуть молнии в Тинкера. Он бы намного дольше жил. Намного лучше себя чувствовал. Как-то так. Как-то так и никак иначе. Ну, это как по мне. Угу. Так, что еще? Что еще? Что еще-то я хотел такого сказать? Вот у меня, знаете, в голове мысля вертится. Вот специально перед тем, как сесть и снимать для вас контент,
Я читал комментарии, и вот честно, там у меня они повылетали из головы. Поэтому без обид, ребятки, вдруг чего, если я там на что-то хотел ответить когда-то и хотел это сказать в ролике. Ну, ладно. Ладно. Бывает. У меня голова болит, поэтому меня простим немного. Тинкер хорошо идет. Что-то ЦК мне вообще как-то перестал идти. Один ЦК пришел и хватит, да? Но я на самом деле не откажусь от бафа людей. Там двух ЦК у меня украли, еще и охотники. Понял. Понял, принял. Это какой-то закон подлости, отвечаю. Если там чел еще будет играть через керри ЦК, у меня отвиснет челюсть. Ну, как говорится, по закону подлости, то, что я хочу записать, обычно играют противники на этом. Ну, поэтому будем сегодня удивлять. Удивлять и постараемся нестандартно играть. Первый стан, второй стан. Давай, третий стан. Че так мелочишься? Давай, третий. Третий стан. Давай, четвертый. Пятый. Не, Бара, это если что, вот этот убийца Горн. Он лютый персонаж, особенно если он у вас в 2 звезды и все хорошо поприходило как надо, то тупо забей. Баф людей. Ага. Ну, что-то панда, короче, мне как-то тяжело сейчас что-то приносит. Может, ну и в баню эту панду. То, что я, кстати, вижу изначально, это то, что сейчас убийцы собираются. И меня это, если честно, не радует. Я вот так вот сейчас делаю. Я как-то в Тинкера верю больше под жетоном отступника, потому что он больше ракет закинет, а... Хотя тут гоблинов не так уж и много, если так посмотреть. Ну, ладно. Ладно. Я думаю, сейчас Дарксира, если что, поставлю вместо ЦК. И, судя по всему, кстати, собираются маги. Интересно. Давай, 2 лагуны в Тинкера. Ладно, ни одной лагуны в Тинкера. Меня это вполне устраивает. Ну, когда-то, ребят, когда-то. Может, сегодня. Может, не сегодня. Я реализую вам ЦК. Обещаю. Когда-то это будет. Только когда? Неизвестно. Мне бы хотелось бы, конечно, сейчас, чтобы у меня был баф людей ранее. Ранее баф людей бы мне бы, ну, нормально так помог. Быстренько пошел бы в уровень. Хотя, на самом деле, для того, чтобы ЦК собрать, нужно сидеть тупо на 6 уровне, потому что шанс выпадения будет 40% на фигуру 2 тира. Я бы там орков еще заблокировал. Но сейчас посмотрим, что мне за реликвия изначально упадет. Если там мне хорошая какая-то реликвия упадет, по типу сумки Пандамена, либо же реликвия яиц, то, может быть, мы остановимся и на... Ой-о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 й. Короче, кто не понял, что я только что сделал, объясняю. Видите, у меня 4 винстрик, и видите, у противника 5 винстрик. Во-первых, я сейчас забираю у него винстрик, потому что когда вы наводитесь на свою экономику, там, где на циферки наводитесь, то там было винстрик +1. Это означает, что я выиграл раунд. Бэмс, сюда просто эту прикормку. Марси. А знаете что? Возможно, я сыграю на своей любимой девочке Марсе. Давненько я не раскрывал эту имбу, и очень хочется посмотреть, как она чувствует себя в этом патче. Так прикол в том, что в этом патче ее можно реализовывать на вообще 300%. Почему? Потому что если здесь еще и аппарат появится, это легендарный дух 5. Если он появится, то можно будет собрать себе синергию духов, немножко чернокнижников, потому что я напомню, что чистый урон сейчас имеет отхил от синергии чернокнижников. Не от предметов, а вот именно от синергии. И суть в том, что когда будут бить Марси, будет срабатывать окаменение, и там после 2 тычек окаменение будет спадать и наносить урон. Хаотичный договор сюда. Будет, соответственно, наноситься урон от максимального здоровья противника. А, соответственно, если это били по Марсе, да, там окаменение, то есть вероятность, что произойдет триггер на синергию кунг-фу. И это очень сильно, ребят. Поэтому, может, ну его в баню, просто волосы назад и погнали собирать Марси. Там уже ЦК собрали в 2 звезды, поэтому я не хочу создавать не очень хорошую конкуренцию. Поэтому можно, ну, я думаю, не то чтобы можно, нужно собрать Керри Марси. 8 уровень берем,
И погнали. Вдруг мне Энигма, инвокер будет идти хорошо. Да? Вы тоже так считаете? Ну, я тоже так считаю, поэтому погнали. Все, Марси Керри, поехали. Как говорил изначально, сегодня будут самые нестандартные действия. Выкатываю имбу, свою любимую, и баф людей сюда. Просто то, что доктор прописал. Все отлично. Я на самом деле немножко погорячился, продав только что богиню войны. Но в принципе, она просто как кусок мяса, который хорошо втанчивает. А, чел там решил синергию эльфов себе собрать? Ну давай. Давай, дорогой. У меня есть даже жетон отступника под тебя. Ой, тебе понравится, что я буду с тобой делать. Ой-ой. Чел на втором месте собрал себе 9 убийц. А там антимаг упал на 6 уровне. У-у-у. Вот это неприятно. Вот это неприятно. Во-первых, чел на убийцах может забрать спокойно у меня винстрик, это раз. А во-вторых, есть чел с антимагом, который тоже может забрать у меня винстрик. Не, я имею в виду то, что он может мне просто выиграть. А вот у убийцы я, допустим, винстрик не заберу, то и сам, в принципе, не потеряю винстрик. Ну, короче, посмотрим. Я имел в виду то, что я не могу его не выиграть, и я не потеряю винстрик чисто из-за того, что у меня есть хаотичный договор. А у него нет хаотичного договора, зато у него есть как его там, коса. Вот если бы у меня не было хаотичного договора, у него активирована была бы коса против меня, и он бы меня выиграл, он бы получил миллиард бы опыта. Потому что на самом деле, типа, если посмотреть так, то у меня стол получит в табло от его убийц. Ну посмотрим, может и не получит. Я постараюсь его попозже переиграть. Мне сейчас как бы нет смысла менять свою расстановку. Так, 3 убийцы собираются, 1 эльф. У меня конкуренция на эльфов появляется. И, судя по всему, собираются воин и 1 маг. Ага. Но так как я буду реализовывать Марси, мне в целом будет абсолютно фиолетово. Если что, я подумал, что это сейчас не волк, не человек-воин 3-го тира, вот этот волк, а я подумал, что это лон-друид, мишка, друид фиолетовый. Да. Внешне, конечно, прикольно на этой собаке, но собака сама по себе такая слабая. Как-то у меня была идея реализовать эту собаку как керри. И эта идея провалилась с треском, когда я попробовал раз 10 ее реализовать. Не получилось. Ну а что-то типа Марси будет приходить мне? У меня как бы там противник ждет на убийцах меня. И на эльфах. А там он у меня эльфа забирает. Вот это неприятно. Я мог бы, конечно, сейчас рулиться. Но у меня немного иная идея. Кто вдруг не понял, как я хочу сделать, то я буду себе собирать синергию кунг-фу и синергию эльфов. Это все будет на 8 уровне, потому что на самом деле ты можешь спокойно себе собрать синергию эльфов и синергию кунг-фу на 8 уровне, при этом иметь керри Марси. Это мы сейчас и будем реализовывать. По крайней мере, я постараюсь вам показать. Я, по-моему, здесь проиграл. Да. К сожалению, как бы мне не хотелось, но здесь раунд я проиграл. Хоть я винстрик не потеряю, но не хотелось мне проигрывать. Вот чисто один антимаг. Один единственный антимаг меня порвал. Козел. Ну ладно. Ладно. Тош. Сейчас будем выкручиваться из ситуации. Сейчас еще, надеюсь, мне какие-то молнии 2-го тира упадут. Что было бы вообще шикарно. Да, получается 3 убийцы, 1 маг. Вроде бы как инсектоид собирается. Воин. Короче, ребят. А лобби-то будет веселым. Правда, там у типа уже 41 хп осталось. Что-то игра у него не пошла. Ну, там и 47 хп есть. Что-то игра у них там не пошла. Но это бывает, бывает. Я их не осуждаю. Это бывает, действительно, когда тебе тупо игра не идет. У меня игра на самом деле пошла. Кто бы что ни говорил, игра у меня отлично пошла. Так, это сюда. Какая гномья брошка? Ты что, издеваешься? Зачем мне это говно? Что мне теперь с этой гномьей брошкой делать? На ухо себе подцепить? О, сюда. Это нам надо. Так, какая у тебя там расстановка?
Ага. Значит, знаете, что мы сейчас делаем? Колечко вот так вот в агра. Самых главных ребят мы ставим вот так. Закрываем свои слабые звенья. А на кого-то он мне не нужен, и я в ЦМ-ку больше верю. ЦМ-ка может мне помочь. Кто ты? Хил на воинах. Выиграю или нет? А вот когда у вас хаотичный договор, если что, активен, то нет смысла смотреть на винстрик либо лустрик. Давай, 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 детка. Давай, давай, давай. Хорош. Хорошо. Какой крит? Какой крит? Жить, жить, жить. Жить, жить. Ух, он не кританул. Переигран и уничтожен. Просто аннигилировал чувака только что. Опа, мартретка сюда. Опа, усиление. Еще одна мартретка. О как. Чем-то пахнет нездоровым. Так, сюда предметы. Так, это сюда. Пока достаточно. Клевер сюда закину. Так, еще один чел на убийцах, хорошо. Кстати, в текущем боевом пропуске такая обалденная внешка на мартретку. Мне очень нравится текущий боевой пропуск с этой внешкой. Не нравится мне, конечно, эльф, но на самом деле мне так поливать. Он просто создает мне нездоровую конкуренцию, и из-за этого я не смогу нормально и быстро найти себе Марси. О как. Так, это сюда. Это сюда. Два клевера закинул в панду. Посмотрим, может что-то панда принесет пока что. Мне нужна обезьяна. Дай мне обезьяну. Антимаг. Антимаг. Ой-ой. Так. Адмирал Кунка, отдохни. Вот так сделаю. Пока что поставлю себе 9 эльфов. Пока что. Так, мне Мишка не нужен. Мишка мне не нужен, потому что у меня есть хан. И в целом... Короче, пока что так делаю. И мне кажется, 9 эльфов сейчас будет посерьезнее. Сейчас, как только найду обезьяну, тогда я могу убрать 9 эльфов. 9 эльфов просто создают дополнительные цели. Хоть они и понерфленные, но все равно еще довольно-таки сильно. Там чуваку тоже сбили винстрик. Неприятно, потому что сбил винстрик тот чел, который с косой. Из-за того, что он с косой. А что мне так мартретка люто идет? Можно тут объяснить? Так, вот так вот сделаем пока что. Так, у меня... так, сейчас вот так. Так, клевер отдам одну теперь в Марсе. Все, вот так, вот, красиво. Смотрите, 6 эльфов, 4 кунг-фу. Если что, то не обязательно на 7 уровне сидеть. На 8 уровне точно такой же шанс выпадения на фигуру 3-го тира, как и на 8. Поэтому я сейчас сделал такое решение, точнее принял такое решение, что пойду в 8 и там начну ролиться. Потому что у меня будет полная комбинация, причем мощная комбинация. Тип уже до 20-го раунда вылетел. Ну, у него игра не пошла, поэтому ничего страшного. Не пошла игра, бывает. Мне сейчас самое главное это найти побыстрее Марси. Если на 20-м раунде мне еще упадет нужная реликвия, то там вообще будет песня. Так. Хорошо. Так, обезьяна идет. Все. Живем. Пока что живем. Обезьяну продавать не буду. Обезьяну я буду тоже собирать. У меня будут такие герои собраны. Это Марси, пивная панда, обезьяна, антимаг. Мартретку не знаю, буду ли я собирать или нет, но на самом деле можно было бы. Но я больше предпочитаю собрать себе антимага, нежели мартретку. Короче, посмотрим, что будет идти. И от этого уже будем отталкиваться. В идеале, конечно, собрать инвокеров 2 звезды. С инвокером 2 звезды будешь наваливать, ай-яй-яй. Инвокер, на самом деле, это тот герой, который дает так прокекаться многим людям. О, я взял сумку и не стал рисковать и рандомить какую-то реликвию.
Лучше с гарантией чуть-чуть побыть. Так, что у нас тут? Так как против меня много убийц и есть эльфы, надо брать обезоружь. Он дает уклонение, дает обезоружь на 6 секунд. Имбовая шмотка. Кратко. Опа, опа. Мишка. 3 звезды. О, Мишка. Бревно в 3 звезды. Отлично. Все, окей. Окей. Не знаю, нужен ли мне вообще хан. О, чел на эльфах нашел себе минера. Так, маг с этой стороны находится, поэтому я сейчас делаю вот такую вот расстановку, чтобы Марси прямо в гущу событий прыгнула и навалила движа. Все это хрень. Так, вот это мне не надо, а вот это мы возьмем. Мана плюс 50% регена, это то, что доктор прописал. Тут воины собираются. Вот на самом деле, многие могут сказать, типа, что такую сборку контрит воины, но на самом деле не особо, потому что синергия кунг-фу наносит чистый урон, когда срабатывает. И поверьте, там урона космос. Поэтому, если вы очень скилловый, то Марси просто ваншотнет этих воинов. Вон, у меня 3000 урона обезьяна нанесла, из каких половина чистого. Оп, сюда. Так, обезьяна. Эмпреска. Ну ты мне уже не нужна. Яйцо. Хорошо. Хорошо. Так, хана я продам. Хан, на самом деле, мне не особо нужен. Яйцо, если что, не спешу сейчас закидывать в Марсе. По той лишь причине, что если мне сейчас упадет еще одно яйцо, то яйцо у меня будет не за 5 монет, а за 2 монеты, потому что активна сумка пандаменов. Маги, я думаю, не доживут. Там 33 хп всего лишь у чела осталось. Со мной будет бороться эльф, и будет со мной бороться убийца. Луна в 3 звезды. Ну, такое. Рыцари я тоже особо не опасаюсь, потому что синергия кунг-фу будет срабатывать, и там забей. Плюс Марси 3 звезды дает столько замедления, что ну его в баню. Ну и плюс у тебя уклонение, как-никак. Типа 55% уклонения чисто от синергии эльфов, это прям вкусно. А у меня еще и безоружь сверху есть, которая, ну извини меня. 50% урона это чистого нанесено. Из-за того, что синергия кунг-фу сработала. Так, ты пойдешь, пивную панду собираем. Боже, как мне идет мартретка. Вы просто посмотрите на это. Ладно, яйцо закину. Сейчас в Марсе. О, омник есть, кстати. Когда в 10 выйду, можно будет поставить себе омника, который будет накидывать деф. Против убийцы это будет вообще топчик. Как идеально, типа, упал омник под рыцарей. Неплохо, неплохо. Там чел конкуренцию мне создает на Марсе. Негодяй. Чел на 3 хп живет. Чисто завесы закрылся. Так, бэмс. Горный вождь это, конечно, круто. Но просто заберем 5 монет с него. Нам он не особо-то и нужен. Но рыцари на самом деле будет немного проблема для меня. Надо будет что-то против них найти. Какое-то противодействие. Сейчас, короче, придумаем что-нибудь. Что-нибудь придумаем. Так. Магов, в принципе, можно списывать со счетов. У него нет денег, у него 8 уровень, хп мало. Отлетит. Воин, я думаю, тоже отлетит. Ну, короче, останется только эльф и останется убийца. Это я так предполагаю. Против эльфа у меня есть жетон отступника, который дает 50% урона по той же расе, либо классу. Короче, весело будет сейчас. Сейчас будет весело. Я на самом деле хочу предмет, наверное, 5 тира поискать. Я думаю, перчатку 5 тира найти, потому что вдруг чего я смогу себе и чернокнижников поставить. Если, конечно, понадобится. Прикиньте. Рубик у меня украл
способность Некромикона. То есть вот этот чел, который призвал Некромиконов, он у него способность украл. Сильно. Инвокер! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А сколько у меня уже панда стоит? Кто-то расскажет мне, где все-таки находится... А я что-то в глаз попало. Кто-то расскажет мне, где находится панда. Что мне панды вообще не идут. Хорошо, что я в этой игре не стал играть на пандападе. Вы прикинете, что бы было? Да был бы полный трэш. Я на инвокера, конечно, хочу найти себе рок войны. И хочу вообще инвокера в 2 звезды. Все-таки он нормальный. Ну, это очень полезный персонаж. И обезоружь кинет, и засумонит, и урона нанесет, и поконтролит еще. Та ты шо? О. Я возьму наследие духа огня. Сейчас объясню почему. Почему такой выбор именно, а не какой-то другой. Яйцо, отлично. Все, все. Я укомплектованный. Теперь можно тупо идти в уровень. Иду в 10-й. На 10-м начинаю там ролиться, уже находить дополнительные фигуры и все. Так, теперь объясняю, почему взял наследие духа огня. Сейчас вместо маны закину его. Прикиньте, я предметы особо переработать и не могу. У меня есть куча бесполезных предметов. Но только если кливер скипнуть. Ладно, поехали. Опа, перчатка. Сюда. Ну да, я думаю, перчатка вообще отменно зайдет. Чистый урон под синергию кунг-фу. Та? Ты шо? То, что доктор прописал. Так вот. Почему я взял наследие духа огня? Когда у меня фигура потеряет все, соответственно, свои привилегии, синергии и тому подобное, но зато у нее останутся предметы. И прикол в том, что когда Марси будет перерождаться, у нее не будет отката на способности. Поэтому это довольно-таки сильный персонаж будет. Бэмс. Боже, как мне нравится играть на Марсе. Обожаю. Играл на ней еще до того, как это стало... Как там меты? Марси всегда хороша. Запомните. Не знаете, на чем играть, поиграйте на Марсе. Хотя я думаю, с предыдущей меты это вам надоело по максимуму. Как воин живет вообще? У него 2 хп у этого воина, еще и 3 винстрик. О, у меня Рубик украл способность Марси. Гениально. Кстати, клевер и башер упал. Я, наверное, все-таки заберу клевера, потому что клевер повысит шанс срабатывания синергии кунг-фу. Так, тут так, тут так. Тут непонятно как. О, рапира. Чел играет через Кири Луну, но будет играть через легионку. У него там легионка стоит. Интересный рыцарь. Ну, хорошо, что у меня есть перчатка. Все-таки не зря я ее взял. Я уверен, что у меня особо бы проблем не было бы. Даже если бы я перчатку не взял. Но все равно с перчаткой прям топчик. Хотя на самом деле, если бы не упала Кираса, у меня есть куча минус брони, я бы нормально так наваливал. Можно синергию духов еще поставить будет. Если прям все критично будет. Так, легионка там в 3 звезды. Я думаю, я ее ваншотну. Дум мне этот, конечно, не особо нравится. У рыцаря предметов нет. Тут предметы есть, но они такие себе. Ну, тут тоже такие себе предметы. Так что, в принципе, можно жить. Можно жить. Нужен ли мне в целом будет антимаг? Антимаг реально универсальный герой, но насколько он прям необходим? Надо будет подумать, пока что буду его собирать. Но я на самом деле думаю, что антимаг мне не нужен. Если прям так посмотреть, то я думаю, антимаг он бесполезен будет. Так, минус рыцарь.
Это было ожидаемо, если честно. Я не удивлен, что я рыцаря так порвал, потому что у меня как-никак есть перчатка 5-го тира. Сейчас, если мне на 30-м раунде еще и упадет рейд ночных зверей, это будет же вообще 10 из 10. А что я не могу поставить? Непонятно. Почему не могу, но ладно. Для меня будет опасно это убийца. Только что хотел удивиться насчет рапира, потом вспоминает тот же чел. Сейчас самое главное, чтобы рапира не упала, вот убийца, например. И если здесь... Не знаю, что ему там надо собрать, конечно, чтобы он меня прям развалил. Но... Я сейчас расстановку сразу поставлю под этого убийцу. Ой, убийцу, под воина. Хочу забрать у него рапиру. Будет приятное дополнение к моим предметам. Только я эту рапиру одену только тогда, когда у меня будет условно бессмертие. Потому что ну, играть с рапирой это ва-банк. Сегодня я побеждаю, потом проигрываю. Ну и дальше потихоньку в уровень идем. Надеюсь, сейчас что упадет реально рейд ночных зверей. Хочу рейд ночных зверей. Я думаю, до 35-го раунда мы протянем. Так, чел на думе выиграл. Хорошо. Живи. Сейчас я... Через пару раундов я к тебе в гости приду. Так вот и вот так вот. Это на самом деле я поспешил. Сейчас же с Моверу должен упасть какой-то был предмет. Башер можно было бы, в принципе, оставить. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Все отмазки, короче, все ошибки, которые я делаю, знаете, у меня болит голова. Все. Это самая главная отмазка на текущую игру. Ничего личного, болит голова. Еще 2 героя не раскрыто, кстати, из легендарных. Интересно, что же там за герои. Кстати, винстрик 20 единиц. Я, по сути, проиграл только пока что 1 раунд. 2500 урона нанес чистого, если что, обезьяна у меня. Синерия кунг-фу. Блин, разработчики бы раскрыли, как... О, как. Хреновые реликвии упали. Вопросов не имею. Мне не нужен этот леший. Этот леший мне не нужен. Что я хотел сказать? Короче, все ошибки, все такое. Спишем на то, что мне болит голова. Правильно? Опа, лешего открыли. Понял. Понял, вопросов не имею. Не, на самом деле у меня ужасная реликвия упала. Че, активировать ее просто так, что ли? Интересно, через что же убийца будет играть-то? На самом деле, даже если убийца найдет себе темпларку, у него будут огромные шансы на победу, если он соберет ее в 2 звезды. Но моя Марси из-за того, что есть жетон отступника, может спокойно порвать эту темпларку. Там урона катастрофически много. Плюс огромнейшее замедление будет от Марси. Чела 6 винстрик. Так, здорово, эльф. Как дела? Как твое ничего? Сейчас будем тебя прикалывать. Марси, давай. Ваншотай. Чел вынес этого воина. Так, хорошо. У него перчатка, все в рыжем лисе. Но у него на рыжем лисе хорошие предметы. Только я не понял, а где рапира? Рапира мне не упала. Походу, рапира канала в небытие. Хм. Жестко. Жестко не то слово. Что еще мы можем такое поставить интересное?
Но Омник было бы хорошо. Можно контроля еще поставить по типу там Квапы и тому подобное. Так, вот убийцы ко мне приходят. У него Горн. Вот то, что у него Горн, это неприятно. Но пока у него нету МКБ, ему сложно против меня, потому что у него летит обезруш сейчас. Его обезьяна держит в контроле. Хорошенечко его только что накрепил. Не знаю, можно, в принципе, Горн взять. Ладно, короче. Пока что без Горна. Инвокер нужен 2 звезды. Инвокер нужен в 2 звезды. Квапу нашел. Ага. Чел на 9 уровне там все понаходил. Чел, который сейчас киллит рыжего лиса, походу не знает о том, что рыжий лис теперь же, когда крутится, он не имеет никаких модификаторов атак, а только имеет свою встроенную тычку. Да, она бьет чистым уроном, но это... Такое, как по мне. Ля, прикиньте, я сейчас проиграю, походу. Ля, прикиньте! Если что, у меня примерно 60 плюс процентов уклонения из-за того, что у меня еще и безоруш есть. А чел по итогу по мне так люто попадал. Ля, прикол. Да. Это жестко. Радик хорош, но раз в 3 секунды дает урон 100 единиц чистого. Хоть это и будет работать на синергии кунг-фу, но раз в 3 секунды. Я возьму, наверное, рефрешер, чтобы ману себе регенить. Не факт от того, что сейчас, если за рандомлю не упадет рок войны. Не факт. Далеко не факт. Надо Горн ставить, кстати. Да, я вместо Мартредок поставлю себе Горн. Думаю, это идеальное решение. Импресска идет. Инвокер бы в 2 звезды, конечно. Было бы круто. Жетон отступника мне, по сути, не нужен в этой игре. Вот сейчас, когда я против него играю, мне он, по сути, не нужен. Там нету никого такой же расы, либо класса, как у меня Марси. И керри у него не мартредка. Вот если бы у него была керри мартредка, то жетон отступника бы не пригодился. У него керри рыжий лис. Еще одно наследие. Арчит, кстати. Арчит хорошая тема, мы берем это. Кстати, а как давно у меня минус броня лежит в Марсе? Походу, очень давно она лежит там. Так, все. Горн на агр ставим, чтобы убийцы тратили свое время драгоценное, чтобы разбить этот горн. Чел рыжего лиса керит. Закинул туда БФ, думает такой, да сейчас я разорву там всех. Давайте пожелаем ему удачи. Ща разорвет. Уверен, что такого не произойдет. Сейчас ему торба будет. Короче, я совершил ошибку в том, что у меня очень давно лежит минус броня в Марсе. Там вообще не нужна. Минус броня в Марсе вообще не нужна была там. Поэтому, ребят, я тут сглупил. Но вспоминаем. У меня болит голова, поэтому это отмазка. Ну, вы поняли. Можно на это списать. Бэмс кританул. Не, ну, кстати, даже без того... Ну, ладно. Раздал ваншотиков. Раздал стилька.
Вот тебе и прикольчик. Я думаю, если бы он нашел себе МКБ, было бы намного лучше. Но нашел то, что нашел. В принципе, плевать. Бессмертие, естественно. Бессмертие имба. Предметы, конечно, хорошие. В предыдущем бы патче релиз бы с модификаторами атак, вот с такими предметами. Как же бы больно он наносил урона. Да. У него хорошие предметы на рыжего лиса. Правда, не в текущем патче. В текущем патче рыжий лис очень слабый. Мне надо, чтобы инвокер еще выживал. Будет инвокер выживать, он будет контролить много. Да и мне вообще инвокер нужен 2 звезды. Там контроль будет намного лучше. Вот просто ветра закинул. И кайфую, что у меня Рубик украл способность рыжего лиса. Так, есть яйцо. Хорошо. И обезьяна. Хан. Еще одна обезьяна. Пивную панду апнул. Естественно, делаем обезьяну в 3 звезды. Напомню, ребята, что обезьяна имбовый персонаж. Люто имбовый персонаж. Делает 3 удара даже без скорости без предметов на скорости атаки и сразу дает стан. И потом уже он тебя не отпускает, а просто держит в нем до конца. Можно, кстати, будет его и закерить, если не будет достаточно урона. Просто на. От инвокера. На, безоруж еще в табло. Да. Отличное решение поставить Горнагар. Сколько же он времени потратил для того, чтобы этот Горнагар пробить? Миллиард. Вот в эту бы сборку, знаете, еще по красоте добавить антимагов 3 звезды. Еще плюс Марси в том, что даже если Вайпер в нее плюнет, Марси абсолютно плевать на это. Максимально плевать. Не чувствует она дебафа. Он, кстати, сделал себе керри Сларка. Мне кажется, это будет хуже. Хотя... Не, я думаю, этот Сларк ничего не сможет сделать. Сейчас посмотрим, конечно, но я более чем уверен, что этот Сларк ничего не сделает. Сейчас ему будет торба. Походу будет последний раунд наш. Последний заезд. Обезоруж прилетел в него. Торчит в него прилетел. Ой, все, все, это конечное. Пока сладкий. Прикол в том, что мы не раскрыли 10-ю, какую там 8-ю легендарную фигуру. 10-ю, по-моему, 10-ю легендарную фигуру. А, ну да, 10-ю. У меня что-то в голове, что-то, типа, что должно быть 8 легендарных фигур, а потом я вспоминаю, что их 10. Блин, ну прикольная такая каточка. Марси еще может. Еще как может. Стиля раздает, будь здоров. Только в очередь выстраиваетесь и получаете в табло. Но на самом деле, у меня еще тут обезьяна в 3 звезды, которая, ну, извините меня, держала в вечном контроле. Это, ну, просто имбулька. Даже не знаю, что сказать по поводу этой игры. Классная игра. Я считаю, что я правильно поступил, то, что решил все-таки сыграть через Марси. Просто кайфанул. Насладился игрой. Да. Там мне по предметам на самом деле хорошо шло. Я не скажу, что было плохо. Мне очень хорошо шло по предметам. Реально добавить даже нечего. Просто 502 монеты инкама. Ладно. Добавить реально нечего. В течение игры все рассказал, все показал. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. И на мой канал в Телеграме тоже подписываемся, не стесняемся. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.